Бусинки, привет! Мы кайфуем от той восточной сказки, которую рисуют нам сценаристы всех этих прекрасных турецких сериалов. К счастью, они только основаны на реальных событиях, а значит не имеют ничего общего с реальностью, кроме, разумеется, имен главных героев. Такая вот Петрушка из София. Дамочке приписывает знатное происхождение и рисует красивую историю, будто бы она во время морского путешествия попала в руки злобных пиратов. И такая невинная и беззащитная, ранимая романтическая натура оказалась на невольничьем рынке, была продана и встретила свою истинную любовь в лице мужественного османского султана с густыми темными волосами и сильными красивыми руками, которыми он вытворял с ней всякое во время их частых любовных свиданий. Ну, пусть будет так, я не против. Да и какая в целом разница, послали София свиней в албанском селе или читала куртуазные романы в собственном патио на Корфу. Померла-то она султаншей и Валидея, а вот какой она была при жизни. Роскошной. Когда Мурат III взошел на престол, София практически моментально удалось завоевать уважение не только в гареме и во дворце. Благодаря своей яркой внешности и острому уму она стала одной из влиятельнейших женщин в мире. Она участвовала в политических игрищах, переписывалась с влиятельными людьми и была. Но вы уже 100 раз такое слышали. Золушка, которая стала достойной королевой, и как в любой сказке про Золушку, здесь не обошлось без злой мачехи, а в нашем случае свекрови Нурбану с 3 злыми и коварными сестрами-дурнушками Шахес Механи и Гефкерхан. Они каждый день посылали султану все новых и новых наложниц, пытаясь оградить его от влияния Софии. Они клеветали на нее, но не вышло. К 1585 году у нее не осталось врагов, однако оставались соперницы из гарема. Если кто-то еще и был красивее уже не очень молодой Софии, то вот умнее ее точно никого не было. Барышня даже поддерживала теплые отношения с Елизаветой I, английской королевой. Мехмед III сильно уважал свою женщину, что сильно же сказывалось на зарплате. Мне нравится османский обычай платить женам и наложницам зарплату. Так вот, ежедневное содержание Софии составляло 3000 очхе, тогда как Нурбану Султан довольствовалась жалкими 2000. Так вот, о Софие можно говорить исключительно в превосходной степени. Величайшая, красивейшая, умнейшая и хитрейшая. Она пережила всех своих врагов и жила долго и счастливо. Наверное, потому о ней нет такого количества информации, как о Хюррем, например. Слишком уж ловко София обходилась со своей жизнью и была слишком хороша для этого мира. Ее звездочка закатилась в 71 год. Во время путешествия женщине стало плохо, и она практически сразу умерла, но оставила после себя историю, о которой помнят и через половину тысячелетия. Неплохо, правда?